приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь своим последним роликом про ананас. Моя сага о ананасе заканчивается, потому что ровно за 2,5 года, сегодня конец июля, а посадила я его 2,5 года назад, в конце января. Вот за 2,5 года ананас я вырастила, он замечательно цвел, и я отвечала на некоторые ваши вопросы во втором своем видео. В первом показывала, как посадить ананас, как вырастить корни у него. И вот он уже вырос и созрел. Без всяких консервантов, без всего. То есть добавляла я только лишь немного сахара раз там в месяц, раз в 3 недели, когда вспомню. На самом деле он меня в этом плане не напрягал. И вот хочу сказать, я вот здесь вот сейчас сижу, а аромат исходит просто невероятный. Тот ананас, который покупаем в магазине, и надо сказать, вкусные ананасы продаются в Израиле выращиваются ананасы. Вот такой аромат исходит, когда ананас разрезаешь. Вот сейчас аромат невероятный идет от ананаса. Вот такой вот он красивый получился. И сегодня я его срежу, разрежу и покажу, и попробую, какой он получился внутри. Делайте такие эксперименты. Мне кажется, что это очень интересно. Например, мне это очень-очень радостно, потому что сюда был вложен труд, было вложено терпение, и я уже как бы вот от того аромата, который сюда у меня исходит от ананаса, мне кажется, он будет очень-очень вкусный. Но посмотрим в конце видео. И вот сейчас в продолжении я немножко вернусь назад на 2-3 месяца, не помню даже, если честно, с какого кусочка начинала снимать, когда он уже начал расти. И вот сегодня ананасу уже 2 месяца, как он уже начал цвести и расти. То есть где-то примерно месяц ананас цвел. И цветение ананаса я показывала в прошлом ролике, как он начинал цвести, его цветок. И затем вот начал образовываться плод. Но кроме плода начали образовываться еще ростки. Вот покажу и крупным планом обязательно засниму. Вот такие вот детки вот здесь вот. Эти детки, они, что это такое? Это новые ростки из того же стебля, из корней идут вот как с одного ананаса. Потом этих деток можно рассадить, а можно и не рассаживать. Из них может пойти также цветок, а потом и плод. Вот сейчас, пока ананас растет, сколько он еще будет расти и зреть, я не знаю, посмотрим. И вот он сейчас, сколько здесь сантиметров? Ну, 10 сантиметров он уже есть. И в диаметре, в принципе, видно, как он увеличивается. Будем наблюдать дальше. Ну вот следующий отрезок такой временной снимаю про ананас. То есть вот он у меня уже вырос до 13,5, почти 14 сантиметров, сам плод в диаметре 10 сантиметров. Появился у него в горшке друг, откуда, я не знаю, взялся помидор, откуда он здесь взялся, видимо, в землю попало семечко. И буквально за 2 недели вот помидор такой вымахал и уже начал цвести, что очень странно, слишком очень-очень быстро. Потому что помидоры до этого черри я сажала отдельно, и они намного дольше росли, потом цвели и так далее. Признаться честно, вот 3 месяца с того момента, как плод начал формироваться, то есть и расти. Вот сколько ждать еще, чтобы он созрел, и я увидела, что он здесь какой-нибудь там оранжевенько-желтенький был, я не знаю. Но сегодня в магазине, надо сказать, я увидела израильские ананасы. И, как ни странно, они были именно вот такого вот цвета продаются. И я не знаю, почему мне не пришло в голову его купить, разрезать и посмотреть, в каком же он там состоянии, насколько это вкусный. Вдруг он такой и должен быть, потому что, в принципе, сорт достаточно странный, необычный, потому что листья абсолютно гладкие у него, не как у этого вот стандартного ананаса. Сейчас покажу, он у меня вот такой вот уже здесь разросся, и у него уже сейчас здесь лезут
несколько, вернее, 3 даже, вот отсюда прям с земли отростков полезли. И вот он очень колючий, вот листья все у него очень-очень колючие. Не знаю, когда из него там полезет уже цветок и плод будет, но вот этому ананасу вот уже сколько, 4, по-моему, или 5 месяцев, уже не помню, надо посмотреть по видео, когда записывала, когда я его сажала. Вот, то есть они абсолютно по-разному растут. Ну, в общем так, я в течение недели постараюсь купить еще вот такой же ананас зеленого цвета, который в Израиле выращивают, разрежу и проверю. Если он сладкий, то и этот буду срезать. Я собиралась купить зеленый ананас и собиралась уже его на самом деле срезать. Терпение у меня уже было на грани. И мне повезло, что я заметила, что он наконец-то начал немножко желтеть. И вот 5 дней, и он абсолютно оранжевый. И уже сегодня я его срезаю. Почему? Потому что я просто уже боюсь, что начали летать мошки вокруг него. И, значит, привлекает просто аромат, который исходит очень сильно от ананаса сейчас, привлекает сахар, сладость, пчелы, мошки, все сюда уже полетело, поэтому, чтобы он уже теперь не загнил, не пересидел на кусте, я его сегодня вот срезаю. Срезаю обычными вот ножницами, но у меня кулинарные ножницы кухонные, и срезаю под, вот здесь вот под корень, под корень практически его. И не просто так его еще срезать. Здесь у меня 3 еще целых отростка. Все. Вот он, ананасик, который я вырастила. Аромат просто волшебный, очень похож оттенки земляники. Вот аромат у ананаса такой, что как будто бы вот земляники, когда много-много так нюхаешь. Ну, теперь идем его резать. Разрезаем. Как и в первом видео, точно так же я выкручиваю ботву. Сажать я уже не буду ее, потому что у меня еще один ананас растет. Пахнет вкусно. Сюда уберу. Все, ананас порезан, и можно его пробовать. На самом деле, самой даже вот очень интересно, потому что аромат идет просто великолепный, очень сильный аромат именно ананаса, и даже похож немножко на аромат с земляникой, как будто бы. Ну вот здесь вот получился у меня маленький кусочек, и пробую. Сладко, просто очень сладкий. Очень сладкий. Реально сладкий. Я думаю, что, наверное, не зря я поливала периодически сахаром, потому что все-таки это дает сладость. Прям вот вкусный-вкусный. Очень вкусный. Я вам хочу сказать, 2,5 года наблюдения за ананасом, уходом за ним. Это того стоило. Очень вкусно, и реально чувствуешь вот радость какую-то, потому что столько души и терпения было вложено в этот ананас, как я его спасала от штормов на балконе, от ветров, и все время следила за ним, чтобы он не был, допустим, много воды, не переливала его, чтобы он не был пересушен. Очень вкусный вырос ананас. Делайте такие эксперименты, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал. За лайки всегда спасибо.